Добрый день, в эфире «Фактор ТВ», программа «Ключевой фактор». Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг нее. У нас на связи из Арцаха экс-госминистр НКР Рубен Вартанян. Здравствуйте, господин Вартанян, и спасибо, что нашли время присоединиться к нам. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо. Господин Вартанян, мы бы хотели сперва поговорить о ситуации вокруг российской гуманитарной помощи, которая по территории Азербайджана через Агдам должна была попасть в НКР. Как известно, эта помощь так и не дошла, и поступает очень много противоречивой информации о том, почему именно. В частности, некоторые источники из Нагорного Карабаха говорят о том, что Азербайджан нарушил предварительные договоренности о том, что обе дороги должны быть открыты одновременно, и некоторые другие говорят о том, что просто сорвалось из-за проблем с Красным Крестом. Какая у вас есть информация по этому вопросу? Я бы хотел сначала все-таки привлечь внимание к тому, о чем идет речь в общем контексте. У нас с 12 декабря прошлого года экологи, а потом в апреле появился уже контрольно-пропускной пункт, и 15 июня полностью был заблокирован Березовский коридор, и по нему только иногда проезжают больные, едущие на лечение, и разрешили разовых студентов. Не поступают грузы ни продовольствия, ни топлива, ни медикаментов в Арцах уже практически 3 месяца. Практически мы имеем ситуацию полной блокады со стороны Азербайджана. И все это подается миру, что никакой блокады нет со стороны Азербайджана. Говорит, что это все обманки. И это, к сожалению, привело к тому, что у людей сейчас есть серьезные проблемы в Арцахе, потому что нет возможности нормальной жизни, а при этом мировому сообществу рассказывается сказка со стороны Азербайджана. Было давление, оно стало увеличиваться со стороны разных акторов международных на Азербайджан. И он сказал, что вот я готов это сделать, если будет помощь получаться из Агдама. Через Акну в Степанакерт по дороге, которая для них важнее, потому что она внутренняя. На что было заявлено предыдущим руководством, что это неприемлемо, потому что, с одной стороны, ты создаешь проблему, создаешь кризис, с другой стороны, ты пытаешься как будто бы его решить внутренне своей, считая это твоим внутренним вопросом. И было большое давление, и были обвинения в сторону руководства Арцаха, что это руководство Арцаха не хочет, а народ хочет. Народ вышел, перекрыл дорогу и сказал: нет, мы вместе с руководством не хотим этого. У нас внутри Арцаха было 3 позиции. Одна позиция одного политического деятеля. Такие проблемы, давайте торговать, давайте откроем торговую базу, сделаем возможность для торговли между азербайджанцами и армянами, живущими в Арцахе, и ничего страшного в этом нет. И он это очень публично говорил и говорит. Предыдущее руководство говорило, что это неприемлемо, тем не менее в таком варианте не против, но не хотим принимать решение, не хотим, чтобы решение было общим, но сделать так, чтобы это решение непонятное какое-то было бы по поводу того, что вроде как бы груз каким-то образом попал бы в Арцах и дорога бы открылась. Давление международных акторов было на то, что сделайте хотя бы разовую акцию, чтобы сохранить лицо Азербайджану, а потом откроется Березовский Лачинский коридор. Пришло новое руководство, которое не побоялось публично сказать, что если это разовая акция, если это одна машина, если это не груз из Азербайджана, то мы согласны, если после этого выполняются все остальные условия, то есть открывается движение по Березовскому коридору, и российские миротворцы могут возить гуманитарный груз, и Красный Крест, и благотворители частные тоже могут посылать свои грузы в Арцах. Как я понимаю, такая договоренность была достигнута, и потом была нарушена со стороны Азербайджана, который отказался от исполнения этих договоренностей. В этом смысле мы имеем достаточно хороший пример того, что происходило внутри, 3 разных подхода и принятие решения, кем принимается решение, как это решение потом не исполняется другой стороной,
И как, если оно не исполняется, значит, оно не исполняется. В этом смысле, мне кажется, это очень важный пример создания более здоровой среды в обществе, когда и решение, и его исполнение или неисполнение, и коммуникации стали более четкими. То есть правильно я понимаю, что решение властей Арцаха принять эту помощь на единоразовой основе вы приветствуете и понимаете, потому что раньше вы заявляли о том, что открытие вот этой дороги, оно было для вас неприемлемым. Ваша позиция заключалась в том, что первоочередно должна восстановиться связь с Арменией через Бердзовский и Лачинский коридор. Нет, это не так. Вы сейчас используете какую-то риторику, которую вообще последние 24 часа активно используют разными политическими комментариями. Это не так. Как Рубен Варданян, я вообще достаточно имею жесткий взгляд на то, что мы должны делать в этих условиях. Но как координатор движения, в котором есть комитет, который обсуждал, и который перекрыл дорогу, поставил блоки, мы считаем и продолжаем считать, что красная линия – это открытие Бердзовского коридора, и эта красная линия нарушена, и установка там КПП неприемлема. И мы как сенатор Кантон должны с ними говорить, как агент должен быть радушен. Это должно быть снято, должно быть без ограничений движения по Бердзовскому коридору. Однозначно, это наша позиция не поменялась, и мы не приветствуем никакие оговорки по этому поводу. Считаем, что борьба должна быть и со стороны руководства Арцаха, и со стороны руководства Армении, и мировое сообщество должно продолжать жестко давить. И это звучало и звучит из наших уст много раз, что это красная линия. По поводу ситуации вокруг Агдамской дороги, наше движение считало, что получение любых грузов из Азербайджана, азербайджанского производства с азербайджанскими машинами неприемлемо ни в коем случае. И вообще проезд машин тоже является очень опасным прецедентом. Мы эту свою позицию высказали. Решение руководства, и оно для этого есть руководство республики, оно имеет право принимать свои решения. Наша позиция была следующая, что мы считаем, что это очень опасный прецедент. Но если это символически будет исполнено для того, чтобы открыть Бердзовский коридор, то это их право, его решение принять. Поэтому наша позиция, она такая, как была всегда. Мы до сих пор находимся, наши активисты находятся на дороге Степанакер, и в случае попытки проезда каких-либо машин, кроме этой одной символической, если будет достигнута договоренности, и если будут выполнены все условия, невозможно будет. Понятно. Давайте продолжим разговор о блокаде. Гуманитарная ситуация в Арцахе постоянно ухудшается. Как мы знаем, вы стараетесь по мере своих возможностей содействовать ситуации в плане того, чтобы оказывать какую-то помощь населению и малоимущим, и вообще всему населению. И что получается у вас сделать, и насколько легко сейчас действовать в Нагорном Карабахе, не имея должности? Вы знаете, так получилось, что я уже год и несколько дней нахожусь в Арцахе на постоянном проживании. И за это время был чуть больше 100 дней госминистром, и вот сейчас больше, чем несколько 100 дней, как координатор движения Фронт безопасности и развития Арцаха. И когда я приехал в Арцах еще в сентябре прошлого года, мы создали агентство «Мы наши горы», которое именно занималось развитием и поддержкой тех проектов, которые считали очень важным в том состоянии, которое было тогда. Я хочу сказать, что не имеет значения, имеешь ты должность или не имеешь должность, если у тебя есть видение, если у тебя есть стратегия, если у тебя есть система, и ты последователь, то все можно делать. Да, некоторые вещи можно было делать намного легче и проще, когда ты на госдолжности, некоторые вещи сложнее. Некоторые вещи, конечно, можно было реализовать только когда была открыта дорога. Мы делаем все, что можем. Главное, знаете, вот самое главное, ты должен каждый день с утра просто поверить, что ты можешь сделать разницу. Ты можешь дать людям надежду, дать людям ощущение, что они не одни. И наши проекты, которые мы реализуем благодаря помощи огромному количеству доноров, благотворителей, наших друзей, членов нашего движения. Мы как раз вот сегодня отчитываемся перед нашими членами движения. 34 проекта находятся в реализации у нас. Более 20 акций было сделано. Мы реально провели огромную работу в рабочих группах по обсуждению направлений, которые нам позволят стать сильнее. Поэтому это не просто отдельные проекты помощи краткосрочной в сегодняшних ситуациях, а это системная работа вокруг стратегии, которая была выработана не Рубеном Варданяном,
огромное количество людей, которые вместе обсуждали, как видится будущее Арцаха, какие стоят перед нами вызовы, как нам можно эти вызовы преодолеть, какая она стоит тяжелая дорога, и как эту дорогу не бояться идти вместе. В общем, надо сказать, что главное в том, что ты пытаешься системно, последовательно, своим личным примером показать людям, что, несмотря на всю тяжесть ситуации, ничего не потеряно. И мы в это верим, и я в это верю каждый день. И должен сказать, что мой приезд сюда дал эту надежду очень многим людям. Господин Вартанян, всю последнюю неделю, даже немного больше, не перестают поступать сигналы об определенной напряженной ситуации вокруг Нагорного Карабаха и на границах с Арменией. Есть много видеозаписей перемещения азербайджанских войск и о том, что Азербайджан как бы укрупняет свое военное присутствие на границах, заявляют, что в Степанакерте, что в Ереване. Вы можете предсказать, или как вы считаете, точнее, есть ли сейчас риск полномасштабного вторжения Азербайджана в Нагорный Карабах или в Армению? Во-первых, я хочу сказать очень важную вещь. Отечественная война, война армян, живущих в Арцахе, и граждан Армении, живущих в Армении, против нашего соседа, не закончилась 9 ноября 2020 года. И это очень важно понимать, что наш сосед продолжает свою стратегию по выдавливанию и уничтожению армян, живущих как в Арцахе, так и в Армении, своей родине. В этом смысле это осознание очень важно. Потому что если ты это осознаешь, то многие твои действия будут другие. Многие твои принятые решения будут другие. С этой точки зрения меня удивляет беспечность и безразличие, что существует в Армении по поводу того, что происходит на границе. Меня сильно беспокоит, что несмотря на осознание того, что это гибридная война, и информационная, и дипломатическая, и психологическая, всякое. Люди живут так, как будто это к ним не относится. Я поэтому могу сказать, что эти последние несколько дней нагнетания и бряцания, нагнетания ситуации и бряцания оружием, я надеюсь, все-таки разбудит в людях ощущение, что невозможно просто так веселиться, надеяться, что позвонив каким-то акторам вовне, мы сможем решить нашу ситуацию. Я говорил и буду говорить. Если у нас пораженческое мышление, если мы все время надеемся на кого-то, они первые должны рассчитывать на сами себя. Мы должны первыми сказать, что мы будем защищать свою родину, мы будем защищать свои границы, не только армией, но и всем населением. Да, возможно, мы сегодня технически слабее, возможно, у нас меньше оружия. Но это ничего не значит. История доказывает многократно, что даже страны, имеющие в 10 раз меньше ресурсов, чем огромные страны, 30% случаев, практически 28,5%, побеждали, потому что была сила воли, было желание, была концентрация ресурсов, были асимметричные удары, а не то, что надеяться на кого-то, на дядюшку откуда-то, который решит данную проблему. Поэтому я рассчитываю, что все-таки вот это пораженческое настроение, давайте любой ценой получим мир и унижение, которое предлагается, все-таки осознание того, что это тупиковый путь придет к большинству населения Армении и Арцаха, и вместо и унижения, и войны получим возможность доказать, что с нами лучше не связываться. Это самое главное. Поэтому я удивлен, что мы так много сейчас обсуждаем тему концентрации ресурсов военных вокруг нашей границы, при этом внутри Армении, внутри Арцаха практически ничего не предпринимаем, чтобы люди осознали эту угрозу не с точки зрения просто риторики, а того, что эта угроза реальна, и нам надо всем вместе осознать, как мы будем с этим бороться. И вот вы упомянули о звонках, когда отвечали на предыдущий вопрос. Мы увидели на прошлой неделе также несколько телефонных звонков Никола Пашиняна с Олафом Шольцем, с Макроном, с Блинкеном, и не увидели телефонного разговора с Владимиром Путиным вокруг этой ситуации, что как бы является продолжением вот этого кризиса, который сейчас есть в армяно-российских отношениях, и который вышел уже на публичный уровень, на уровень даже каких-то обидных высказываний в адрес друг друга, оскорблений. Как эта ситуация, на ваш взгляд, сказывается на судьбе Нагорного Карабаха и на ситуации вокруг Армении, Республики Армения в том числе? Ну, во-первых, я таки хотел бы, чтобы мы
как два армянина говорили бы Арцах, Республика Арцах, а не Нагорный Карабах. Хотя тоже можно говорить, но все-таки давайте говорить Республика Арцах, раз у нас было принято решение о том, что переименованная республика была. Да, нас смотрят за Второе, рубежом просто. ну, очень хорошо, но тем более надо продолжать это говорить. Мне кажется. Не надо поддаваться моде, которую вело руководство сегодняшней действующей партии. Вообще не произносить слово Арцах, Республика Арцах, Республика Нагорный Карабах. Второе, я хотел сказать, что не было еще одного звонка. Кроме не было звонка Владимиру Путину, не было звонка новому президенту избранной республики, избранного президента Республики Арцах тоже, с хотя бы обсуждением деловых вопросов, даже если не поздравления, я понимаю сложности, которые себя поставил премьер-министр, признав хотя бы устно территориальную целостность Азербайджана, но не иметь сегодня в ежедневном режиме, а может он имеет, мы не знаем этого, но звонка как бы официально не было. Это очень опасно, потому что реально угроза стоит нависла и над Арцахом, и над Арменией. И есть несколько вопросов, на которые тоже нет ответов в армянском обществе. Если происходит нападение на Республику Арцах, что будет делать руководство Армении в данном случае? Просто смотреть, кричать, звонить всем, или тоже защищать 120 тысяч граждан Армении, которые формально являются гражданами Армении, хотя являются жителями Республики Арцах, защищать их жизнь или нет. Очень важный вопрос, на который нет ответа внутри общества. Очень важный вопрос. И я настаиваю, что эта тема должна быть озвучена, потому что от этого зависят очень многие действия, в том числе со стороны обычных граждан. Они должны понимать, что Армения и Арцах вместе будут защищать Арцах в случае военного нападения на Арцах. И это принципиально важно. Поэтому вопрос, почему не звонит своему главному союзнику, в котором есть соглашение о военном сотрудничестве, это вопрос правильный, его задали. Я думаю, что на него должен ответить сам премьер-министр. А сам кризис, по-вашему, как он сказывается и насколько он все-таки имеет под собой объективные причины? Потому что армянские власти говорят о том, что вот была агрессия в сентябре 2022 года против даже суверенных территорий Республики Армения, и не было внятной реакции. Были агрессии вот именно в Арцахе, в Парухе события, в августе 2022 года и так далее. И есть вопрос, в конце концов, срыва военных поставок и так далее. Как должна поступать Армения и как она должна, на ваш взгляд, выстраивать диалог с Москвой вот в этой ситуации? Армения, руководство Армении, давайте отделим Армению как страну, потому что отдельно это действия людей очень разных, организаций, партий, всего остального, общества в целом. И руководство республики, которое на сегодняшний день осуществляет руководство страной и несет ответственность, кстати, не только за Армению, но и за Арцах, потому что пока никто не снимал с руководства Армении те обязательства, которые руководство Армении взяло на себя десятилетиями до этого, что они являются гарантом безопасности Арцаха. И в том числе и вся экономическая помощь, и техническая помощь, и взаимодействие, и вообще сращивание Арцаха и Армении настолько глубинное, настолько глубокое, которое не осознается, может быть, обычными гражданами, но на самом деле это не просто взял, сказал, мы больше за это не отвечаем, и на этом все закончилось. Поэтому в первую очередь, Николай, на мой взгляд, не происходило последние 3-4 года, даже до войны еще, осознание, что в первую очередь наша безопасность зависит от нас самих. Насколько мы к этому готовы, насколько мы к этому готовимся, насколько мы действительно делаем усилия, чтобы объединить людей вокруг идеи, что Отечество в опасности. И с этой точки зрения, я думаю, что это такая я извиняюсь, да, может быть, некорректно жаргон, полубеременность, которая невозможна, полуимитация военных приготовлений для защиты, незащиты, отношение к тому, что происходит с границей, с пленными, ответы на удары, готовность, неготовность даже в условиях дисбаланса сил, жестко отвечать на любые вызовы, это очень серьезная проблема. Второе, конечно, взаимоотношения с международными акторами, и в первую очередь с Россией, исходя из наиболее глубинных связей, которые существуют в Армении с Россией, с точки зрения и военного сотрудничества, и экономического, и любого другого, но в том числе и с Ираном, и с Индией, и с Европой, и с Америкой, и с Китаем, и, может быть, сейчас большое количество игроков.
Это действительно огромная работа, которая тоже показывает, что просто непрофессиональное руководство. Оно не понимает и до сих пор не хочет осознать, что это требует очень тонкой работы. Это требует огромного профессионализма, которого у них не было. Но они даже не хотели учиться этому. Они даже не хотели привлечь лучшие кадры, чтобы просто рядом с ними их советники им советовали бы те вещи, которые они еще пока просто не дошли. Они просто пока еще в первом классе, и их неожиданно перевели в университет. И они сейчас должны сдавать квантовую физику, а они базовых вещей не знают. Поэтому мы пожинаем плоды того, что непрофессионалы, пришедшие к власти, не только оказались не готовы к тем вызовам, которые очень серьезно возникли, но они даже не захотели учиться и быстро получить возможность помощи от тех людей, которые знали, умеют, может быть, не всегда совпадают с нашими взглядами, но они не воспользовались этим ни на столечке. Поэтому мы пожинаем плоды не только тяжелой геополитической ситуации, которую вы правы, она сейчас действительно весь мир находится в тяжелой геополитической ситуации, и особенно наш регион, но и пожинаем плоды вот этого провинциализма, когда страх перед тем, что ты пока что не знаешь, оказался сильнее перед страхом того, что есть угроза существования и страны, и тебя самого. А ошибок России, которые привели вот к этому кризису, вы не видите? Я об этом говорю еще раз. Я вижу огромное количество не ошибок, а других интересов. У России свои интересы, у Армении свои интересы. Не всегда они на 100% совпадают. И никто нам ничего не обязан. У нас все время есть ощущение, что нам кто-то обязан. Ни американцы нам не обязаны, ни Россия нам не обязана, ни Европа. Вопрос совпадения интересов. Вопрос быть нужным своему партнеру. Вопрос, являемся ли мы полезны своим партнерам. Можем ли мы... Знаете, есть очень хорошая история, когда Афины были величайшим полисом на греческом полуострове, два острова, я забыл название, решили воевать друг с другом и пришли оба просить помощи у Афин. И один выступил первый, начал рассказывать о том, как много связывает человеческих и демократических, и исторических отношений, как много мы дружили, и почему они должны... Помню, была очень красивая речь, очень эмоциональная, и вызвал большое количество аплодисментов. Вышел второй представитель другого острова и сказал, знаете, у нас третий флот в этом регионе, если мы с вами объединимся, мы станем вообще непобедимыми, мы вам можем предложить это. И была очень сухая речь, абсолютно ни о чем с точки зрения эмоциональности, зато с точки зрения, по сути, очень конкретная, предлагающая, не просто просящая о помощи, но и предлагающая с своей стороны что-то. Как вы думаете, какую сторону приняла Афина? Ну, поэтому еще раз, давайте понимать одну вещь. Это не просто там ошибки какой-то из стран, которых нам кажется, нам почему-то обязаны что делать. Это наша незрелость и непонимание, что политика – это многослойный пирог, в котором не всегда все слои видны. Это очень сложные, очень тонкие материи, требующие очень важных и человеческих отношений, которые мы не выстроили, и дипломатических отношений, и экономических отношений, и военных, и много чего другого. А руководство Армении, к сожалению, живет только в своих иллюзиях, что если мы демократически избрали руководство республики, например, вся Европа будет нам аплодировать и будет помогать, а авторитарный режим Алиева будет наказан, потому что он диктаторский, потому что он авторитарный. Как выяснилось, ничего подобного. Совершенно спокойно Европа получает газ. Азербайджан никакие санкции вводить не хочет. Поэтому и Россия, и Европа, и Америка имеют свои интересы, свои задачи, которые они решают, и в этих задачах мы должны быть нужны и важны. Если мы это не можем сделать, это наша проблема. Вернемся к проблеме вокруг Арцаха, к проблемам вокруг Арцаха. Все основные акторы говорят о том, что между Степанакертом и Баку должен быть какой-то диалог в какой-либо форме, когда должны будут обсуждаться вопросы так называемой интеграции, да, которую они так и называют. Но проблема в том, что вопрос возвращения Арцаха под юрисдикцию Баку – это красная линия для Степанакерта, и невозвращение – это красная линия для Азербайджана. И как вообще возможно выстраивать переговоры или диалог с Азербайджаном, вот если есть такое ключевое расхождение на самом-самом основном вопросе? Ну, во-первых, Николай, если вы позволите, я к вам большому уважению отношусь, я бы просил бы вас тоже быть очень осторожным. Никакого возвращения не было, потому что никогда Арцах не был в составе. Возвращение в кавычках, да. Так называемая интеграция, да. Еще раз. И так называемая интеграция — оккупация, потому что, еще раз хочу сказать,
И это важно, потому что это нарратив, который, информационная война, которую ведет Азербайджан, очень грамотно, системно и последовательно, внедряя в общество не только в мире, но и в Армении, что речь идет о том, возвращении блудного сына. Ничего подобного не было никогда. Арцах никогда не был в составе Азербайджанской республики. Конечно, мы это знаем, но часть... мы не можем использовать другие термины, кроме того, которые используют при цитатах, я имею в виду. Ладно, давайте. Второе, хочу сказать, Николай, для диалога, какой бы он ни был, должны быть две стороны. Диалог – это разговор двух. Не может быть разговор. Монолог – это когда один говорит, вот ты делаешь так, так и так. А должен быть диалог. А диалог требует, чтобы вторая сторона принимала бы, что должен быть диалог между кем и кем. Потому что когда говорится, что мы не признаем руководство Республики Арцах, мы не признаем право жителей Республики Арцах на права на какие-то условия, которые возникли, в том числе и благодаря глупым действиям руководства Азербайджана, которое решило силой в 1991 году решить вопрос, как они сделали Шаумянский район, Никиташеном, и у них это не получилось. И мы сейчас все предлагаем, как будто первую войну начали армяне. Нет, начала азербайджанская сторона, которая решила военным путем решить вопрос на Нагорно-Карабахской автономной области, которую они хотели подчинить себе, не смогли. Мы все это очень важно, нам продвигать нарративы, которые нам важны. Это и сумгаитские погромы, и огромное количество вещей, которые мы сейчас все время говорим о них, как бы замазывая или не говорим, это огромная ошибка. Второе, по поводу разговора. Да, поэтому нужны посредники. Да, поэтому нужна нейтральность. Не получится разговор между диаметрально противоположными взглядами людей, потому что для того, чтобы два человека или две стороны, которые имеют совершенно противоположные позиции, начался какой-то контакт, должна быть третья сторона, которая должна помочь этому сделать такой толмач-переводчик, который не просто переведет с одного языка на другой, а переведет то, что хочет одна сторона, то, что хочет другая сторона, в режим какого-то возможного диалога. И как человек, который провел огромное количество таких переговоров, и вы знаете, наша компания называлась «Тройка диалог», меня спрашивают, почему. Я говорю, потому что между тем, у кого есть одна задача и другая задача, нужен третий, который поможет вот это другу понять. То же самое здесь. Без посредника, без нейтральной стороны, которая будет выступать гарантом, в том числе, что все, о чем договорились, будет исполнено, не о чем говорить. Потому что, еще раз, о чем можно разговаривать, когда каждый раз мы убеждаемся, что даже подписанные документы не исполняются, когда даже договоренности не с нами, а с другими большими игроками не исполняются, решение суда не исполняется. О чем мы говорим с вами? Поэтому уровень недоверия такой сильный, такой зашкаливающий, что действительно для того, чтобы начался бы какой-то диалог и общение, разговор, хотя бы даже не переговор, а разговор, требуется очень большое усилие с двух сторон и действительно вовлеченность международных серьезных игроков, которые могут этому поспособствовать. А если эта воля все-таки откуда-нибудь появится у Азербайджана, и в первую очередь у Азербайджана, выполнять свои соглашения, выполнять свои договоренности и так далее, хотя из предыдущего опыта, конечно, мы знаем, что каждый раз даже предыдущие договоренности срывались, кто может быть успешным и наименее заинтересованным в давлении на стороны, скажем так, посредником в этом диалоге? Я хочу вернуться к главной моей тезе. Пока мы сами не будем себя защищать, пока мы сами не станем настолько сильны, что с нами захотят разговаривать, пока мы не покажем, что даже будучи в пропорциях во много раз меньше, мы создадим такое количество проблем, что с нами лучше договариваться. Еще раз, переговоры бывают успешными, когда обе стороны понимают, что потери, понесенные в случае недоговоренности, намного превышают те выигрыши, которые ты получаешь, если ты в этих переговорах побеждаешь. Поэтому это ключевое условие. А уже кто может обеспечить, как это будет обставлено, как это будет и где подготовлено, это второй уровень задачи. Задача номер один – осознать, наконец, нам, армянам, всем живущим в Армении, в мире, в Арцахе, никто за нас не будет защищать. Пока мы сами в себе не поймем, что мы должны себя защитить, стать сильными, и в переговорах будет тогда другой разговор. Потому что невозможно надеяться, что подписана бумажка. Подписывали бумаги тысячи раз, и заканчивалась все равно войной, потому что одна из сторон считала себя сильнее, а вторая
не могла ничего сделать. Какая разница, что подписала Чехословакия там, 30 году, и что там подписали, не знаю, там, в 94 году в Будапеште. Неважно, все это имеет не ноль стоимости, если ты сам каждый день не пытаешься стать сильнее, мощнее и готовность свою показать, что ты будешь грызться до последней капли крови за свое право жить на своей земле. Вот этого пока не будет никогда, ничего не поменяется. Не эти все разговоры про, а какой лучше, Россия лучше или Америка лучше, или, может быть, японцев пригласим, а давайте еще Южную Африку пригласим. Для того, чтобы нам помогли бы, что мы ничего не делаем, мы бы ходили бы в рестораны, пили бы, гуляли бы, веселились бы, а за нас там кто-то провел переговоры, кто сказал, знаете, ребят, вот мы договорились, вам надо здесь поступить, а вот это вы решитесь, а вот этого вы больше не будете иметь, но тоже видите, как жили. Вот эта иждивенческая позиция, иждивенческое восприятие того, что кто-то для тебя должен решить, вот с этим надо бороться в первую очередь. Это поменяет все. Есть, конечно, такая позиция в Армении, как в обществе, так и в экспертном и даже политических кругах. И возвращаясь к Арцаху, в Арцахе новый президент. Вот вы часто говорите о консолидации. Поможет ли смена лидера консолидировать общество и политические силы в первую очередь? Я хочу сказать, как человек, который в том числе публично выступил с определенными тезисами. Очень важно в условиях, когда ты находишься в полной блокаде, когда у тебя гуманитарный кризис, когда у тебя ограниченное количество ресурсов, это доверие в обществе. Доверие достигается тем, что слово человека, который является руководителем, слово людей, которые принимают на себя решения, являются весомыми словами. За них несет ответственность. Когда решения принимаются и не боятся их принимать, эти решения. Когда эти решения исполняются. Когда есть жесткая ответственность и наказание за неисполнение решений. Поэтому я очень хочу надеяться, что новый избранный президент именно в таком ключе будет строить свое управление вот в этот тяжелый период времени, потому что это огромная нагрузка, которую он взял на себя, но это принципиально, Николай. Невозможно консолидировать общество, когда нет доверия. Невозможно консолидировать общество, когда нет доверия к руководству. Невозможно доверие в обществе, когда решения объявляются, потом не исполняются, а потом за это не наказываются. Не бывает так. В условиях Отечественной войны, в условиях военного времени должна быть жесткая система наказаний. Расстрел мародеров, расстрел всех тех, кто ведет переговоры с азербайджанцами без разрешения со стороны руководства и без получения мандата. А есть такие люди, прошу прощения? Ну, как минимум, некоторые из них заявляют, что они ведут переговоры. Не знаю, имеют ли они на это мандат или нет, но меня это поражает. В условиях, когда мы находимся в блокаде, кто-то себе позволяет вести параллельно с руководством республики какие-то закулисные переговоры. Если это так, если это согласие и было дано на это добро со стороны руководства, это одна вещь. Если это не без добро, если это просто самодеятельность, даже исходя из лучших побуждений, за это надо наказывать. И жестоко наказывать. Потому что, еще раз, без жесткой дисциплины, без осознания того, что это сейчас военное время, что любые слова, сказанные в Фейсбуке, любые слова, сказанные, показанные фотографии, за людей надо наказывать за то, что когда они... Да, очень хорошо, что у нас проходит свадьба. И я счастлив, что идиоты, азербайджанцы, что не понимают, что когда они в ООН говорят, что они там проводят свадьбу, показывают, что дух Арцаха не сломлен. Да, свадьбы надо проводить, даже в концлагерях были свадьбы. Даже в концлагерях люди праздновали дни рождения, потому что это праздник хранителя человечества. Но выкладывать это все, это глупость тех армян, которые выкладывают все это, потому что это не об этом, а о том, что мы сохранили и желание сохранить, и выстроить наши церкви, восстановить наши монастыри. И мы будем продолжать учиться. И дети будут ходить в школу, даже не имея еды и не имея элементарной канцелярской принадлежности. Но это должно быть умно, поэтому да, за это надо наказывать тех, кто не понимает, объяснять сначала, потом жестко принимать решения и потом наказывать. Поэтому да, система наказаний, система ответственности, система принимания решений очень важный элемент, который, я надеюсь, в сегодняшней ситуации новое руководство сможет внедрить в общество, и оно его примет, я уверен. Я уверен, что общество с этим согласится. Я уверен, что общество согласится с тем, что в этих условиях единственное это жесткая дисциплина, ответственность и исполнение принятых решений. Спасибо. И не бояться принимать решения, тоже очень важно.
И продолжая разговор о консолидации, вы, конечно, знаете, что особенно сейчас, когда в Ереване предвыборная гонка, некоторые ваши предыдущие прошлые высказывания, они работают скорее на разъединение, на какое-то разжигание скандалов и так далее. В частности, вот ваше известное заявление о Татарстане, когда вы, говоря о том, возможно ли создание единого государства, сказали, я не буду приводить полную цитату, потому что я хочу, чтобы вы раскрыли мысль, которую вы имели в виду. Вы говорили о том, что если это неизбежно, надо сделать так, чтобы быть самым успешным регионом России, как Татарстаном, не самым бедным. И надо понять, можно ли развить сценарий так, чтобы избежать этого, и что надо делать сейчас, чтобы избежать вот сценария единого государства и так далее. Вот, пожалуйста, поясните вашу мысль, и как вы считаете, почему она вызвала такой широкий резонанс в обществе? Насколько это был рукотворный резонанс или насколько это было естественной реакцией? Я благодарен всем тем фейковым фабрикам, которые разогнали эту тему, потому что они не осознали того, что сделали, потому что они помогли поднять эту проблему на более высокий уровень. Я сказал тогда, и сейчас скажу, что руководство Армении, если ничего не будет делать, то мы получим или санкции, и станем частью санкционного, или мы станем частью России, и тогда уж если. И третье, что вообще станем никому не нужен, потому что то, что происходит, нас окончательно Азербайджан. Потому что их бездействие, их уровень некомпетентности ведет к этому. Я говорю, что у нас есть шанс стать Финляндией для Советского Союза в 20 веке. Я говорю о том, что я предпочитаю, чтобы Армения стала таким вот мостиком, сохранив свою идентичность, такой втулкой для больших шестеренок, чтобы и Персия, и Россия, и Европа, и Америка, и Индия, и Китай получали бы выгоду того, что вот это уникальное наше сочетание государственное и сетевой дало бы механизм возможного сочетания. Поэтому выдернуто из контекста и распространенно искусственно, потому что большинство людей, которые об этом пишут, никогда не слышали мое это интервью. Оно было более аналитическое, оно не было политического. Еще раз, я говорил как аналитик, который рассказывал различные сценарии. Да, и я считаю, что это надо быть очень ответственным за свою нацию и понимать, что даже в плохих сценариях ты должен быть ответственным за то, что принимать такие решения, чтобы помочь сохранить наши идентичности, стать сильными и стать, еще раз, я прекрасно осознаю, как можно вырвать из контекста слова. Я прекрасно воспринимаю новую реальность информационной войны, которая является не менее важной, чем даже военная операция. Как можно уничтожить человека. Знаете, очень хороший пример с Обамой, которого Трамп обвинял в том, что он родился не на Гавайях, а в Кении. И сколько Обама не показывал потом свидетельство о рождении, о том, все это фейк, это все фейк. И 40% людей все равно верили, что Обама не родился на Гавайях, а родился в Кении, несмотря на все документальные доказательства. Но сама тема, смотрите, уже прошло сколько лет, мы все равно помним, я не говорю. Поэтому еще раз, я призываю всех тех, кто по этому поводу что-то высказывает, очень просто. Приглашаю на дебаты всех вас на дебаты о том, какую я вижу Армению. Как мы сделали за 20 лет 500 проектов, как мы видим будущее Армении, как мы видим будущее отца армянского мира. У меня оно есть. Мы сделали проекты, так что мы знаем, как это делать. У вас ничего нет. У вас только крики, а мы знаем, как делать. И поэтому, да, и на выборах Еревана мы знаем, как делать Ереван столицей не просто Армении лучшую, а из 13, которых было, а сделать лучшую для армянского мира сегодня, что нужно миру, и чтобы здесь жили бы люди и чувствовали себя действительно гордо, что они живут в одном из самых древнейших городов мира и гордились не только вот древностью, но и сегодняшним современным обликом. Да, мы это знаем, мы это умеем, будем делать. И да, я считаю, это очень важно, то, что происходит в Ереване, потому что не участие в выборах – это большая ошибка. Это как опять надежда, что это само по себе решится. Да, номер 13 партия Апрелю Еритин, которую я всячески поддерживаю, всячески содействую, чтобы они смогли бы победить на этих выборах и доказать, что возможно нормальная, мирная смена власти, и при этом приход сил, которые и знают, и видят как, и знают, как сделать. И это доказали уже на прошлых примерах. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. У нас в гостях был экс-госминистр Арцаха Рубен Вартанян. Спасибо, оставайтесь с нами.